21 июня в поселок Пересыпь на машине из Москвы приехал Сережа. Я с Олесей в это время были там на спортивных сборах. Если интересно, что это такое, пишите в комментах, скину ссылку на видео, если не сделаю ролик для этого канала. Ты рада, что в Крым, или рада, что уезжать? 22 июня мы и еще одна семья из 3 человек отправились в путешествие по Крыму. Едем по Кубани. Все поля засеяны. Надеюсь, после града, который прошел 30 июня, что-то из этого осталось. Первая интересная точка нашего маршрута – это, конечно, Крымский мост. А вот мы и едем по Крымскому мосту. Да. Да, тут у тебя камеру чуть вверх направить. Слушай, а фотку сделать на Крымском мосту? Здесь нельзя останавливаться, что? Тебя сразу расстреляют и выкинут туда. Вы думаете, это первый мост, который соединил Крым и Кубань? Нет, друзья, попыточки уже были. В 1944 году была построена переправа, которую в 1945 году разрушил сильный ледоход. В 2010 году Украина и Россия заключили соглашение о строительстве моста. Каждая страна должна была свести свой участок. Однако сами помните, что произошло далее. В итоге мост построен, немножко не успели до выборов президента. Длина 19 километров, 11,5 километров по суше, 7,5 километров над морем. Мост состоит из автомобильной и железнодорожной секций. Железнодорожная часть еще в процессе строительства. Должны закончить к декабрю 2019 года. Безопасен ли мост? Есть разные мнения на этот счет. Все же грунт в этих местах слабый, плотный грунт находится очень глубоко. Вроде бы этот момент учли. Также в проливе высокая сейсмическая активность, до 9 баллов. Но это бывает крайне редко, и обещают, что мост и это выдержит. Страшен ли мосту лед, который когда-то уже разрушил железнодорожный мост? Все ж с 1945 года люди научились строить мосты в таких условиях. И не забывайте, мост может быть удобным объектом для провокаций и диверсий. Но, как говорится, волков боятся, в лес не ходить. И народ не боится. Местные жители констатируют, поток туристов значительно возрос. Можно здесь купаться на Крымском мосту, если хочется очень. Правда, останавливаться нельзя, можно выпрыгнуть из машины, из окна, например. Прыгнул, купнулся, потом... Нет, на крышу залазишь, когда перед мостом. Раздеваешься и... Мы едем по Крымскому мосту. Уже какой битый час мы едем по Крымскому мосту. И никак мы сегодня можем проехать Крымский мост. Да, не видно его как бы вот так вот сходу, какой-то со стороны, наверное, смотреть, он более будет впечатлять. Это так же, как мост между Саратовым и Энгельсом. Итак, мы въезжаем на самую фотографируемую часть Крымского моста. Это судовой ход для того, чтобы могли проходить корабли любых размеров и высот. Собственно, мы в Крыму. Проехали по мосту и оказались мы в Крыму. Поехали по мосту, оказались в Крыму. А Женя уже выехала? Покажи свою розовую косичку. Первый город, который нас встречает после переезда по мосту, это Керчь. Вот мы остановились на въезде в Керчь. Олесь, что написано? Ну что ж, мы въезжаем сейчас в Керчь. Олеся сказала, что в Крыму ей жарко. Купаться? Олеся, а сейчас в такую жару на пляже мы бы не лежали все равно, потому что сейчас самое пекло. У тебя плечики и так что горит.
Вот так вот мы радостно тусуемся. Времени на изучение древнейшего города мира у нас не было, но в одно интересное местечко мы все же заглянули. Это мыс Ак-Бурун. Вот здесь смотровая площадка будет скоро. Да не будет. Где-то во дворе. Яндекс всемогущий. Да, пользуясь Яндексом всемогущим, мы вот такими дорогами пробирались к Керченской крепости, одной из известнейших достопримечательностей города. Видите толпы туристов? Мы тоже не видим. Мы хотим пройти пешком. Что значит техника? Тут дядечка буйный какой-то. Вот машина. Добрый день. Здрасте. Скажите, пожалуйста, мы можем проехать вот туда, откуда выехала та машина? Нет, туда вы не можете приехать, там начинаются экскурсионные маршруты. 2:30 будет сборная группа на экскурсионный маршрут. Вы можете, вот сейчас вот просто техника тут мешает, чтобы вашу машину не повредили. Соответственно, припарковаться чуть дальше, к 2:30 подойти, там будет собрана группа, если будут люди. А здесь тоже пешком человек. самим нельзя, да? Самостоятельно по крепости ходить нельзя. Не, мы не хотим на крепость, мы хотим выйти, вот, допустим, на пригорок, просто посмотреть на мост и поедем назад. У нас... Вы вот можете вот туда вот стать перед заборчиком, видите? Да. Рабица. И посмотреть на мост, и все. Можем, да? Просто вы предупреждаем, машина работает. Машину сейчас, машину сейчас туда Хорошо, поставлю. не попадите под работающую технику. Вот сзади нас Крымский мост. Мы хотели посмотреть на него с смотровой площадки. С мыса Ак-Бурун. Да, с мыса Ак-Бурун, но тут, значит, нас не пустили. Время сейчас 1:37. Нам сказали, что можно только в 14:30 зайти туда с экскурсией. И говорят, а сейчас нельзя, потому что техника ездит. А сначала он вообще нам довольно грубо начал нас отправлять назад. Даже не сказал, что в 14:30 можно. Сказал, вот дорога, езжайте обратно отсюда. Во-первых, там крепость, говорят, очень классная экскурсия, но мы на нее по времени никак не успеваем. Надо ждать 2:30. Вот, но есть смотровая площадка, на которую нам только что сказали, что можно проехать на своей машине. Стоит это 100 рублей с человека, но в сопровождении их, ну, кого-то там, гида или кого-то еще. Вот, а еще печалька, я в кусты въехал и бампер поцарапал. Вот так непросто было попасть к Керченской крепости. Другие бы, возможно, уже после воплей деда уехали. Но мы не сдались, и вот мы уже едем по мысу Ак-Бурун. Историю этого места рассказывать долго, и не факт, что всем интересно. А ради чего же мы здесь? Хотелось увидеть с берега все 19 километров Крымского моста. Пишут, что отсюда видать. И вот мы все-таки попали на территорию крепости, огромная территория. Нам даже небольшую экскурсию проводят. Вопрос. Что за мост на кадре? 30 секунд времени. Пинг. Правильный ответ. Крутой вид на Крымский мост. Здорово, что мы все-таки сюда попали. Хотя были сложности. Это первая смотровая. Еще здесь установлен поклонный крест в память погибшим и во благословение нынешним мореплавателям, проходящим водами Керченского пролива. Керченский пролив издавна считается особенно опасным для судоходства. Вспомнить хотя бы 2007 год, когда за один день утонули 4 судна, еще 6 сели на мель. Получили повреждения 2 танкера, 1 баржа находилась в дрейфе. И вот этот самый Ак-Бурунский риф является одним из самых опасных мест Керченского побережья. Стройка века практически. Может, не века, но очень грандиозная. Как? Жарко. Жарко. Жарко, но Крымский мост. Вот здесь находится мыс Ак-Бурун. Ну а мы двигаемся дальше, в одно потрясающее место, где мы и наши друзья будем ночевать. Мы свернули в сторону Каяшского озера, куда мы держим путь. Вот. Значит, нам 17 километров вот по такой дороге ехать. Потом 9 по грунтовке. Степной пейзажик.
Я много раз была в Крыму, но в восточной части Крыма ни разу. Моя самая восточная точка – это Феодосия. Вы не представляете, сколько чудес прячется за этими степными пейзажами. Красота. Напоминает нам Казахстан с Катей. Впереди нас едут наши друзья. Тоже семья из 3 человек. Мама, папа, дочка. Итак, мы доехали до Марьевки. Далее к озеру ведет грунтовая дорога. И вот она, собственно говоря. Пока достаточно. Неплохая. Да. Достаточно грунтовая. Конечно, помимо красоты есть и опасности. Например, клещи. Мы их видели много и даже снимали с себя. Берите в Крым средства от клещей, если любите дикие приключения. А эта дорога напоминает байкальские мне дороги почему-то. Тебе не напоминает? Да, кстати, здесь пройдет дождь, хотя нет. Я уже об этом подумала. Леха, проедет? Да вытащу. Да нет. Всегда следите за тем, что вы говорите. Вселенная все слышит. Проезд запрещен. Я надеюсь, в меня стрелять-то не будет? Ну, не знаю, Кать, предупредили. Да я серьезно. Не, ну не должна. Ну, Кать, ну хорош, ну. Я боюсь. Че это у вас тут, тусовка, что ли? А? Тусуетесь, что ли? Тусовщики. Ну что, опять мы в очередном прекрасном месте. Такая природная красота. Розовое озеро. Как сказали местные жители, из-за засухи у берега не очень хорошо виден цвет озера. Надо заходить поглубже. Ну а мы, пожалуй, полетаем над ним. Для начала разберемся, почему озеро такого удивительного цвета. Все из-за микроскопических водорослей, насыщенных ярким пигментом, и из зрачков Артемия. Вот как они выглядят. Пишут, что озеро пахнет фиалками, но мы что-то не додумались его понюхать. Цвет воды в озере меняется в зависимости от сезона. Бывает нежно-розовым, красным и ярко-оранжевым. Очень хотим еще как-нибудь сюда приехать. Дня на 2-3. Че, соль? Ты как определила? Только не надо пробовать на вкус. Ну зачем? Она же грязная. Хотела попробовать. А, да, соленая. Слушайте, я вас в машину не пущу с грязными ногами солеными. А чё смысл ты хочешь дойти до воды, я не могу понять. Ну что значит потрогать воду? Да иди я тебе из бутылки полью. Катя, Настя. Сандаль-то не забудь. Так, мы приехали на Черное море, на пляж рядом с Каяшским озером. Здесь огромный песчаный пляж. И сейчас здесь не совсем такой обычный песок. Блин, не крутись, вот. А такой он крупный. Вот самые красивые ракушки, которые я нахожу. Вот эти. Олеся у нас, как всегда, занимается поиском ракушек красивых. Итак, мы идем купаться сейчас. Так, Олесь, раздевайся купаться.
Мы тут потихонечку обустраиваем лагерь. Вот. У нас уже одна палатка стоит. Почти. Тут Олеся. Сережа тянулся. Тут Леша готовить собирается, наверное, да? Еду. Гречку. С тушенкой, Олесь, по походному это. В походе едят гречку с тушенкой. Так, ну что, вот таким мы небольшим этим, да, Вот пикником устроились. гречка. Посмотри, снимается там? Овощи У меня даже. красивая тарелка с ними. О, смотри, Оранжевая. как шведский стол сходила. Песок, пляж, море. Колесей и комары. О, молодец. Что происходит? Дождь? На самом деле всем взрослым было в большей или меньшей степени страшно. Молнии сверкали постоянно, гром. Мы на открытом пространстве. Палатки стали протекать. Тут мы пожалели, что не Новотуровскую поставили. Но о том, что было дальше, смотрите в следующей серии.